Доброе утро! Помните, мы смотрели в последнем ролике наши розы «Красный корсар» и «Периньял домино». Сегодня я коротко покажу в этом ролике эти же сорта, потому что они распустились практически на 90%. Но главная героиня нашего сегодняшнего ролика – другая роза, роза-хамелеон, клубника со сливками, ностальджи. Пойдемте. Итак, красный корсар через несколько дней практически полностью распустился. Обратите внимание, жара, стоит он на солнце, куст, и абсолютно не выгорает цвет. Вот такие молодцы. Селекционировали такое чудо. Обращаю ваше внимание на здоровые крепкие листья. Ролик про то, как поддерживать такие здоровые листья на моем канале. Пожалуйста, подписывайтесь, пожалуйста, смотрите. И вторая королева номер 2. Вторая королева моего сада, нашего сада. Периньял домино, рамблер. Ну, это правда, малиновое облако. Но она тоже еще будет давать цветки, но практически распустилась. Единственный минус в этой розе я вижу, что она не такой у нее запах, аромат. Есть аромат легкий, фруктовый, но не такой насыщенный, как может быть у роз. Тоже держит цвет. Абсолютно не выгорает на солнце, хотя стоит просто на солнцепёке. Очень советую всем этот сорт. Невероятно красивая роза на штамбе. Как вы думаете, какого цвета мы ждем эту розу? Правильно, вот такого. Вам тоже хочется назвать ее клубника со сливками? Вот такое абсолютное чудо природы есть в нашем саду. Я просто горжусь этой розой, это правда. Согласитесь, какая прелесть. Это наша красавица ностальджи. Кустовая роза флорибунда. Запах невероятный. Форма, вот смотрите, как будто бы чаша с разворачивающимися такими вывернутыми лепестками. В 2011 году в Шотландии этот сорт назвали лучшим из лучших. Почему ностальджи? Потому что селекционный дом Тантау решил, что она очень похожа на старинные розы, ностальгические старинные розы викторианских садов XIX века. Но у нее новый современный дерзкий цвет. Поэтому совмещение ретро и модерн. Ну, подкармливаю.
подкармливаю, как все розы, примерно одинаково. Утреннее солнце невероятно красиво. В апреле комплексное удобрение, больше азота. Когда набираются бутоны, вторая подкормка, больше с калием, с фосфором. Кустовая. В прошлом году был такой сильный базальный побег. Базальные побеги, они цветут богаче. Очень ароматно. Аромат не просто фруктовый, а вот такой немножко парфюм фруктовый. Да, шлейф такой. Обрезаю весной, ранней весной, как и все кустовые розы, на 4-5 крепких почек сильных. Так вот она стоит у нас тут обособленно, потому что любое другое присутствие, ну как бы ее оскорбит. Листва у этой розы немножко особенная. Вот сейчас от жары она, конечно, позеленела, но вообще-то она как бы малиново, вот как новые побеги, да? Вот такого цвета. Очень крепкая, красивая листва. Побеги новые, прям малиновые. Еще раз обращаю внимание на здоровье моих листьев на моих розах. Пожалуйста, посмотрите ролик, как на моем канале, как этого добиться. Очень надеюсь, что вам нравится моя роза. Я, конечно, могу смотреть на нее бесконечно. Особенно вот в такие утренние часы, когда красивое солнце, когда птицы более активны. Но надо заканчивать, поэтому я хочу вас спросить, пожалуйста, напишите в комментариях, какая из этих 3 шедевров в нашем саду вам понравилась больше всего. Пожалуйста, напишите в комментариях, буду очень рада. И тоже потом напишу свое мнение, какая из них нравится мне больше всех. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. У нас много эстетичного, интересного и полезного. Спасибо.